Нужна ли котельная для газового котла? Всем привет! Вы на канале Чертог мастеров. Обязательно ли выделять котельную для газового котла и что ждет нарушителя? Газовое оборудование возможно устанавливать и в многоквартирном городском доме, и в частном загородном. Существующие правила установки и эксплуатации газового оборудования изложены в ФЗ номер 190 от 27 августа 2010 года. Дополнительные указания и требования приводятся в правилах определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Чаще приходится заниматься установкой дополнительных мощностей в частных домах. При этом домовладелец должен тщательно разобраться в вопросе, обязательно ли выделять котельную для газового котла и что ждет нарушителя. Правила и требования установки газового котла. Установка в доме газового оборудования – это сложная и ответственная инженерная работа, а выполнять ее нужно грамотно и аккуратно. Главные критерии качества выполнения работы – это полная безопасность эксплуатации системы, недопустимы никакие, даже малейшие утечки газа, грозящие взрывом или отравлением. Газовая конструкция в доме состоит из системы газоснабжения и, собственно, котла. Они работают совместно с системами водоснабжения, теплоснабжения и вентиляции. Именно вентиляция наиболее ответственна за безопасность работы всего комплекса. Даже если хозяевам или автоматике безопасности не удается вовремя отследить аварийную протечку газа, хорошая вентиляция понизит его содержание в окружающем воздухе ниже опасного уровня. Но все равно утечки газа через некачественные соединения допускать нельзя. Поэтому первое требование, которое необходимо выполнить при проектировании газификации дома, относится к помещению, в котором будет размещен котел. Требования к помещению, в которых предполагается размещать газовое оборудование, собраны в документах SP62.13330.2011 с изменениями в номере 1.2 SP60.13330.2012, SP281.1325800.2016, SP31-106-2002, ГОСТ Р 58.095.0-2018 и других. Газовые котлы монтируются в отдельных помещениях, называемых теплогенераторными, находящихся на первых или подвальных этажах жилого дома. Размещать их выше первого этажа не рекомендуется. Габариты помещения тоже регламентируются. Высота не менее 2,2 метра, свободный проход не менее 0,7 метров. Объем помещения не менее 8 метров кубических. Если котел предполагается только для системы отопления дома, то он может быть одноконтурным. Если задумана система горячего водоснабжения, то ставят двухконтурный котел. Вытяжная вентиляция должна обеспечивать трехкратный объем вытяжки, приточная такой же объем поступающего свежего воздуха. Вытяжка организуется естественная, приток через регулируемые клапаны в окнах, подрезы в дверях или решетки. В теплогенераторном помещении обязательно наличие окна, площадь которого рассчитывается из условия 0,03 метра квадратных на 1 метр кубический объема помещения. Газовый котел в многоквартирном доме. Если очень необходимо, владелец квартиры имеет право установить газовый котел в многоквартирном доме. Для этого требуется выполнить нормы по площади помещения, наличию системы дымоотведения. Установить котел можно только в нежилой части квартиры. Установка индивидуального котла требует выполнения огромного набора всевозможных согласований, в том числе с компанией, поставляющей тепло в дом централизованным способом, с организациями Газнадзора и другими. Самовольная установка при отсутствии согласований грозит судебными и административными последствиями. Преимущество отдельной котельной. Если в доме мало свободного места, то с соблюдением всех правил и требований котел можно поставить и на кухне, но гораздо удобнее его эксплуатировать в том случае, если для него выделено отдельное помещение. Во-первых, повышается уровень безопасности, гораздо ниже вероятность того, что при утечке газ достигнет жилых помещений. Во-вторых, гораздо удобнее обслуживать и модернизировать оборудование, если оно не заставлено всевозможными кухонными предметами. В отдельной котельной можно установить мощный напольный отопительный котел. Это целесообразно, если площадь дома порядка 200 квадратных метров. В этом же помещении можно установить большой бойлер на 150 литров для системы горячего водоснабжения. Для повышения безопасности помещения, в котором размещено газовое оборудование, снабжается автоматическими газоанализаторами по метану и оксиду углерода, угарному газу, и сигнализаторами.
Системы дымоудаления выполняются в полном соответствии с правилами противопожарной безопасности. Теплогенераторная не должна размещаться смежно с жилыми помещениями дома. Каждый владелец жилья сам решает, нужен ли ему газовый котел или нет, ставить его в отдельное помещение котельную или разместить в углу кухни. Учитывается при этом размер дома, назначение котла, доступность газа, магистраль или баллоны. Но если принято решение котел устанавливать, то установка должна выполняться в строгом соответствии с законами и правилами. С газом шутить нельзя. Автор статьи Леонид Шальман. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.